Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Новый год наступил. Праздничные блюда у нас в меню закончились. Переходим к обыденной пище. И сегодня я хотел приготовить лапшу по-деревенски, так как у нас принято готовить в татарских деревнях. Для лапши нам понадобится одна курица, деревенская несушка, не бройлер, чтобы был бульон насыщенный, жирный. Также лук репчатый. Одна луковица у нас пойдет в бульон, а две мы обжарим для картофеля. Штук 5-6 крупных картофелин, которые мы будем отваривать потом в бульоне. Одна деревенская курица предназначается примерно на 5 литров хорошего наваристого бульона. Ну, я сделаю на 4. Также нам понадобится зеленый лук, укроп для украшения бульона, сливочное масло для того, чтобы обжарить лук, соль и перец. Все, минимум ингредиентов. В деревнях даже морковь и лавровый лист в бульон не кладут. Приступим, друзья. Для начала отправим курицу в кастрюлю с водой. Тут же у меня такие жирненькие желудочки. Я их тоже отправлю вслед за курицей и отправляю на плиту вариться на 3 часа. Так как это не сушка, мясо у нее не такое, как у бройлеров, чуть пожестче, но зато она жирная и даст очень красивый цвет бульона. Как закипит, мы снимем пену, а через час немного посолим. Все, отправляем на плиту. А тем временем, пока варится бульон, мы замесим тесто, раскатаем лапшу и обжарим лук для картофеля. Все, приступим. Дорогие друзья, для лапши я просеял муку, взял вот стакан, предварительно высыпаю не полностью в миску. Нам понадобится 2 яйца, ну, в зависимости еще от размера яиц, количество муки может играть в большую или меньшую сторону. Так что там вам нужно будет контролировать. Возьмем 2 яйца. Предварительно их взобьем. Яйца взбили. Делаем углубление. Вливаем яйца в муку и начинаем замешивать тесто. Добавлю еще муки. Обычно количество лапши делается из расчета. На 3 литра бульона достаточно с 1 яйца сделать тесто, а на 5 литров уже 2 яйца. Так у меня 4 литра, я взял среднее. Еще просто некоторые любят, чтобы лапша была густая, кто-то любит просто жиденькую. Вот. Поэтому пусть будет у меня лапша с запасом. Так-то в деревнях лапшу заранее замешивают, нарезают, сушат. Так же, как макаронные изделия. Всегда про запас у каждой хозяйки есть лапша, нарезанная уже. В любое время вскипятили бульон, насыпали лапши, и будет у вас суп-лапша. Тесто на лапшу не должно быть сильно упругим, но в то же время не должно прилипать к рукам. Вот у меня на 2 яйца ушло стакан муки. Вот я взял еще 1/5 стакана муки на подсып. То есть у нас бульон от курицы несушки получается желтый, янтарный такой, наваристый. И тесто на яйцах получается тоже желтое. Все, тесто у нас готово. Сейчас нам нужно его раскатать.
Опять же, у каждой хозяйки своя толщина лапши. Кто-то любит тоненькую, вообще как бумага. Кто-то любит, чтобы лапша была толстая, чтобы она ощущалась во время еды. Сама толщина теста и толщина нарезки лапши у всех разная. Мы будем делать тонкую. Дорогие друзья, я раскатал тесто. Сейчас оно должно у меня подсохнуть минут 10-15, чтобы его можно было нарезать удобно. Тем временем бульон закипает. Я сниму пенку. Бульон уже янтарный такой жирок выделился. Убавляю нагрев. И на слабом кипении оставляем вариться курицу 3 часа. Тем временем будем нарезать лапшу. Дорогие друзья, тесто подсохло. Припыляем его мукой. Тем временем бульон закипел. Я снял пену, добавил 1 луковицу и оставил его варить. Берем тесто, накручиваем на скалку. И разрезаем пополам. Данные полоски разрезаем на 3 части. Если вы любите лапшу подлиннее, чтобы она у вас была, то можно разрезать на 2. Короткую удобнее будет нарезать. Теперь складываем друг на друга. Разрезаем пополам, чтобы удобнее было резать. И начинаем нарезать лапшу. Толщину, как вам нравится. Я люблю потоньше. Вот ее так рассыпаете, чтобы она подсыхала, не слипалась. И так нарезаем все тесто. Дорогие друзья, я лапшу нарезал. Сейчас отправляем ее на разнос, чтобы она подсыхала. Лапша у нас готова. Сейчас нарежем лук для обжарки. Лук нарезаем произвольно, полукольцами, четверть кольцами. Он нам понадобится для того, чтобы украсить картофель. Дорогие друзья, нам нужно обжарить лук. Лук я буду обжарить на сливочном масле. Отправляем масло на сковородку. Я взял 50 граммов масла. В деревнях любят у нас, чтобы было все жирненько и калорийно. Масло нагрелось, отправляю лук. Лук обжариваем до золотистого цвета. Посолим лук. Лук почти готов. Если кто-то будет высказывать свое мнение, что да не так в нашей деревне делают, в нашей по-другому. Татарстан у нас республика не маленькая, и в деревнях на севере и в деревнях на юге могут отличаться рецепты, поэтому как делают у нас, я показываю. А то как в одной, как же эта байка-то была, когда съехались тоже с нескольких деревень, там 2 купца или боярина, и их мужик простой решил накормить манной кашей. Сварил большую миску манной каши и положил на общий стол, а в центр положил масло сливочное.
Оно растопилось в середине. Один такой взял и от середины к себе канавку ложкой проложил. Говорит, в нашей деревне река течет в этом направлении. Второй, глядя на него, взял и от него проложил канавку к своей стороне. А у нас, говорит, река протекает так. Мужик смотрел на этих двух бояр и, говорит, взял ложку, взял все, перемешал. Говорит, а у нас в деревне вообще озеро. Так что в одной деревне может быть так, в другой эдак. Все, лук готов. Убираем в миску и ждем, когда сварится бульон. Дорогие друзья, курица у меня проварилась 2 часа 40 минут. Отправляю картофель вариться. Картофель нарезаем просто пополам. Кухня деревенская, она такая простая, без пафоса. И отправляем курицу. Пока картофель варится до готовности, мы достанем курицу, чтобы она у нас маленько подстыла, чтобы ее разделать. Дорогие друзья, пока доваривается картофель, я разделаю курицу на небольшие порционные кусочки. Крылышки можно целиком, можно разделить фаланги. Грудку. Горячая. Шейку. Кто-то любит с косточками, кто-то любит без. Горячо. Кости отдадим домашним животным, собакам, кошкам. Все, курица наша готова. Жир сверху бульона аккуратно соберем в сотейничек. Он нам понадобится, чтобы полить картошку. Потому что бульон у нас и так жирный. Прямо сверху вот. Сам жирок соберем. Думаю, этого будет достаточно. Как правило, у нас делают как? В общем котле лапшу варят только тогда, когда знают, что она гарантированно будет разлита по тарелкам и съедена. А так обычно отливают количество бульона на количество порций, которые будут за столом. И в этом бульоне отваривают лапшу. Бульон закипел. Насыпаем лапшу. Размешаем. Посмотрим, густо или жидко. Лапша еще имеет свойство разбухать. Даем закипеть. И лапша готова. Буквально минутки полторы прокипела. Выключаем. Лапша готова. Убираем. Достаем картошку. Дорогие друзья, картофель готов. Выкладываем поверх картофеля поджаренный лучок. Сверху поливаем тем куриным жиром, который я собрал с бульона. Кладем желудочек, мяско в серединку, ножки, крылышки. Кто-то любит с косточкой, кто-то любит без.
Сверху также польем и посыпем немного зеленью, зеленым луком и укропом. Вот такая вот у нас получается лапша по-деревенски, по-татарски. А бульон наливается отдельно в ложку, пиалу. И также украшается зеленью. Все, лапша по-деревенски, по-татарски готова. И второе, и первое блюдо получается. Дорогие друзья, вот такая вот лапша по-татарски сегодня у нас получилась. Так готовили у нас в деревнях, готовят и сейчас. Это получается и второе полноценное блюдо, сытное, картошка с мясом и суп с лапшой. Бульон наваристый, куриный, с лапшой. Попробуем. Вспомним детство. Аккуратней только, бульон горячий. Куриный жир долго остывает. Это вкусно. А еще вот картошечка, отваренная в курином бульоне, такая вся развалистая, с жареным лучком. Вот так его сверху кусочек мяска. Вот возьму желудочек. И второе, и первое блюдо получилось. 1 курица, стакан муки, 2 яйца, 6 картофелин. И у нас получилось замечательных 2 блюда. Лапшичка. Лапшу, кстати, у нас в деревнях подают с катыком или с деревенской сметаной. Очень тоже вкусно. Кто любит покислее, с кисломолочными продуктами, замечательно сочетается. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Я, по-моему, давно не ел лапши, соскучился. Заранее отваренный бульон можно держать в холодильнике. Также лапшу заранее нарезанную, она в сухом виде хранится очень долго, можно там по полгода, по году хранить, ничего с ней не случится. В любое время вскипятили бульон, насыпали лапшу, и вот у вас замечательный суп лапша. Именно вот по-деревенски не добавляется ни морковка в сам суп, ни картошка. Все это подается отдельно. Морковь вообще не кладут. Очень-очень вкусно, друзья. Но на этой вкусной ноте, по традиции, я хочу поздравить всех тех, у кого сегодня дни рождения. Дорогие друзья, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам всех благ, здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой. Будьте счастливы, будьте любимы, любите ближних. Оставайтесь всегда такими, какие вы есть. Только добрые качества, чтобы вас всегда процветали. Всего доброго, до скорых встреч. С вами был Волоха. Готовьте вместе со мной, готовьте вкусно. До свидания, друзья, до скорых встреч.